Мать отдавала всю еду своему младшему сыну, совсем не обращая внимания на дочь. Причина просто шокирует. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Когда Марина готовила еду, в воздухе витал аромат жареного картофеля, тушеных бобов, подрумяненного мяса и свежего салата. Она аккуратно поставила полную тарелку перед своим сыном Алексеем, который должен был подкрепиться перед тренировкой по плаванию. Тем временем в углу кухни сидела ее дочь Настя, изможденная, с пустым взглядом и голодным урчанием в животе. «Мама, пожалуйста, хоть кусочек банана, я так голодна, мне плохо», — тихо умоляла она. Марина только покачала головой. «Сегодня день полного поста. Ты знаешь, что тебе нужно быть стройнее, если ты хочешь стать моделью». Алексей наблюдал за этим в полном молчании. Его сестра была когда-то полной энергии, но теперь превратилась в хрупкую тень самой себя. Марина, не теряя времени, направила на Настю камеру своего телефона. «Посмотри на себя, ты еще слишком полная. Ты никогда не станешь моделью с такими ногами». Но Настя видела на экране не избыточный вес, а костлявое, обессиленное тело. Тем не менее, Марина не уступала. Она вручила дочери маленькую бутылку воды и сказала: «До показа только вода». Алексей, держа свою тарелку, отвернулся от еды и сказал: «Мама, может, она хотя бы немного съест? Я поделюсь». «Нет», — резко ответила Марина. «Ты должен быть сильным пловцом, а она — стройной моделью». Прошла тишина, наполненная болью. Настя держала воду, а Алексей ел с растущим чувством вины. Позже, когда Марина разговаривала по видеосвязи с мужем Иваном, живущим в Канаде по работе, она весело рассказывала о достижениях детей. Настя участвует в показе мод. Алексей тренируется каждый день, все под контролем. Иван чувствовал тревогу. Он любил детей и знал: Алексей действительно спортсмен, но Настя, она хотела быть ребенком. Он просил поговорить с ними, и когда Алексей взял трубку, его голос дрожал. «Все нормально, папа». Настя, едва сдерживая слезы, сказала: «Я просто скучаю по тебе, папа». Марина подталкивала: «Скажи, что все хорошо». После звонка Алексей шепнул сестре, когда они остались одни: «Я принес тебе яблоко. Съешь. Я скажу, что доел сам». Настя с опаской приняла фрукт и съела его с такой благодарностью, словно это был пир. Впервые за долгое время она ощутила тепло в теле. Алексей пообещал: «Я больше не дам тебе голодать». И каждый день он тайком приносил ей еду: крекеры, фрукты, орешки. Она медленно оживала, но это отразилось на его результатах. Он уставал быстрее, мышцы не успевали восстанавливаться. Он начал отставать от своих результатов, и Марина это заметила. Настя, напротив, казалась чуть более живой, могла уже стоять без поддержки и иногда даже улыбаться. Марина заметила: Настя не худеет, а Алексей теряет силу. Тогда она усилила контроль. Сыну двойная порция еды, дочери только вода. Марина начала проверять карманы детей, искала спрятанную еду, устанавливала график взвешиваний, следила за количеством глотков воды. Но дети молчали. Они боялись говорить. До одного дня, когда Иван снова позвонил. И оба закричали: «Папа, помоги! Мама издевается над нами!» Марина в панике отключила звонок. Она резко опустила телефон на стол, глядя на него так, словно он мог загореться. Ее дыхание участилось, лицо побледнело. Она металась по дому, бормоча: «Это просто истерика. Просто спектакль. Они хотят привлечь внимание. Да, именно так. Они не понимают, как устроен мир. Я все делаю правильно. Это временно». Но голос детей, прозвучавший с такой болью и отчаянием, уже эхом звучал у нее в ушах.
Через несколько дней она везла детей на мероприятие. Настя должна была участвовать в показе, а Алексей — на соревнованиях по плаванию. Это был день, к которому она готовилась много месяцев. Но как только они вышли из машины, оба упали. Настя не могла стоять. Алексей сжимал живот и корчился от боли. Иван появился внезапно. Он взял отпуск и прилетел. Он поднял Настю на руки, посмотрел на жену и произнес: «Что ты с ними сделала?» В больнице врачи после осмотра сразу поняли — ситуация серьезная. Алексей был на грани истощения из-за переутомления и чрезмерного потребления пищи, вызванного насильственной перекормкой. Его состояние, хоть и тяжелое, поддавалось лечению: капельницы, диета, покой, и он быстро пошел на поправку. Но с Настей было куда хуже. Сердце девочки, измотанное недоеданием, отказывало. У нее развилась тяжелейшая аритмия, уровень электролитов в крови был критическим, и пульс почти исчез. «Нам нужен донор сердца и срочно», — сказал врач, глядя Ивану в глаза. «В противном случае...» Он не договорил. В этот момент раздался глухой стон. Это упала Марина. Прямо в коридоре, в нескольких шагах от отделения реанимации. Ее глаза были открыты, но взгляд стеклянный. Она не дышала. Врачи подбежали, начали реанимацию прямо там, на полу. Несколько долгих минут — и тишина. Спустя несколько часов консилиум констатировал: асистолия. Мозг Марины погиб, но ее сердце продолжало биться. Оно было здоровым, идеальным по параметрам для трансплантации. Один из хирургов в палате произнес то, что казалось одновременно невозможным и единственно правильным. «У нас есть шанс. Это может спасти девочку». Иван стоял в стороне, сжимая кулаки, а на его щеках текли слезы. Он не мог говорить, только кивнул. Он знал, что это был единственный способ спасти дочь. Так, Марина, не осознав уже этого, все же отдала Насте самое ценное — свою жизнь. Сердце матери пересадили дочери в срочном порядке. Это было редкое совпадение по группе крови, весу, возрасту, но все совпало, как будто сама судьба искала искупления. Операция длилась 8 часов. Когда она закончилась и сердце в груди Насти снова забилось, врачи молча вышли из операционной. Уставшие, но с блеском в глазах. Девочка жила, благодаря своей матери. Прошло полгода. Настя, полная жизни, уверенно шла по подиуму уже не ради карьеры, а чтобы почтить память матери. Ее шаг был легким, она улыбалась. Алексей стал чемпионом. Он сохранил в себе стойкость, выносливость, но главное — человечность. Иван остался дома, чтобы растить детей с любовью, с открытым сердцем, без давления. Марина навсегда осталась с дочерью. Ее сердце продолжало биться в груди Насти, теперь свободной и счастливой. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.